Дамы и господа, мы приглашаем вас пройти к выходу. Не забывайте ручную кладь и личные вещи на багажных полках и в карманах. Каждый день все примечает. Кошечки подбежали там. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы приехали узнать, что тут происходит, доволен ли заказчик. Вы же видите, доволен. И лучше заказчика никто не скажет про творение, так как мы делаем обзоры и, в принципе, сами про это говорим, да. То есть здесь сейчас, так как ты у нас такой разговорчивый, общительный, и решили вот с тобой пообщаться, чтобы ты нам маленько рассказал. Тогда помогайте мне, спрашивайте, я вам буду рассказывать. Хорошо. Вот сейчас по внешней пройдемся, так как камера, чтобы у нас не замерзала. Сначала по внешним зайдем на второй этаж, а потом уже внутри. Смотри, первые вопросы. Раз уж мы здесь находимся на этом фасаде. По веранде? Панорамные окна, да, усадка. Вот, как себя все это показывает, то есть насколько уже прокрутил, да, насколько осадил. Крутил что-нибудь? Да, если говорить про столбы, то есть как вот эти вот белые пятна, да, там да. Утеплитель. Это у нас столбы стоят на домкратах. Мы их на самом деле уже опускали 2 раза, по 2 сантиметра. Опускали летом, в начале, получается, в прошлом году, это в 19 году, когда вы уехали, я их осенью опустил на 2 санта. Угу. И потом в этом году уже, в прошлом, то есть в 20-м, тоже еще на 2 санта опустил, потому что, появлялся зазор. Короче, мы отметки никакие не ставили, но у нас по торцам лежат бревна. И между нижним и следующим бревном... По пазу ты смотрел? Да, мы смотрели по пазу. Раз только щель появилась, мы понимаем, что нижнее бревно подвисает, а верхнее там открыл... как это правильно? Короче, появился зазор, и мы его домкратами убрали. И первый год, когда подкручивали, было легко как бы. Угу. А уже в этом году, видимо, еще когда крышу уже положили, давануло. И причем
один домкрат, я вот об один домкрат газик ключик сломал. Мы с Лехой, короче, крутили. Газовый ключ реально оторвался, и потом я привез трубу, большой ключ, и мы его сорвали. А еще, немножко приподняли сначала в обратную сторону хайджеком, и потом уже сорвали, опустили. Давит хорошо. Вот. Панорамные окна, окна сами сюда собой напрашивались огромные, большие, широкие окна. Ну и у тебя же сначала планировалось как холодная. Да, мы думали, что она будет открытая веранда, а дверной проем был, и входная дверь была там, внутри, мы потом покажем. И там должно было быть окно, а мы там расширили его, убрали 1,5 нижних бревна и сделали проем. Сюда смонтировали окна. Немножко их подтонировали бронзой, но мы с супругой решили, что этого мало. То есть надо было чуть-чуть больше. Образец был, на образце вроде было классно, а когда фактически окна приехали, оказалось, что можно было еще чуть-чуть добавить. В общем, когда я буду вечером с включенным светом ходить в труселях, меня могут увидеть с улицы. Вот. А так, здесь монтаж незавершенный. Окна смонтировали. Есть проблема в том, что не успели в теплое время закрыть монтажный шов. И сейчас вот монтажный шов вот белый вокруг от окна до оконной колоды, видите, тут вот эти вот штапик тоже. Да, туда будет ложиться штапик, причем штапик такой серьезный, 4 сантиметра толщиной и 6 по окну. И только потом уже обналичка вся станет. А сейчас этот монтажный шов не закрыт, и окна изнутри плачут, подмерзают. Именно из-за того, что промерзание с наружной стороны происходит. Ну, а смотри, промерзание по стендбиму, да, по вот этим, я, зашел уже, посмотрел, как там оно ведет себя внутри. Угу. Я не увидел. То есть ни воздуха, да, холодного, отсюда испарины не идет, опять же, сейчас минус 30 у нас. Вот, то есть ничего не выходит, вот посмотреть, ни кружаков, никакой вот нету, да, изморози, не выходит. Герметизация швов еще дала свое знать. Да? То есть ты везде внутри тоже прогерметизировал, получается? Да, то есть наружный герметик, снаружи швы лежат, загермечены герметиком, и по внутренней стороне то же самое. Во-первых, это тепло, во-вторых, эстетика, и такая, я решил перестраховаться, некая защита от инструмент, когда, не до конца, может быть, где-то могут подлезть шлифовщики там в швы, да, там нужен специальный инструмент, чтобы тоненькие насадочки, там тоненькие диски. Я уже подумал, там, ладно, пусть лучше они там подгерметят, нежели там останутся какие-то там, огрехи, так скажем. То есть вот 3 фактора. Это красота, теплота и вот, как защита от недоделки, что ли, вот может так. Клималан по постенбиму у тебя все равно, тут здесь снаружи есть, да, получается? Клималан везде один клималан. Имеется в виду, что здесь ты... Я даже покупал клималан на оконные откосы, коробки. Это все везде лежал клималан. То есть там не было простого межшвинцового утеплителя, ни джутового, ни льняного. А как изначально везде в пазы положили клималан, так я его и покупал и на дверные проемы, на обсады, везде со всех сторон. Там в штробный брусок забивали тоже клималан. Здесь вот, как он называется, забыл, брусочек, который лежит, чтобы не поддувало, там тоже брусок лежит внизу на нижней планке. Штробной, да, штробной брусочек маленький туда специально вложили. Угу. Вот. Как считаешь, хорошо он держит клималан вообще, по ощущениям, как материал? Вот здесь на сегодняшний день, вы же видите, да, где есть свободные дыры, да, здесь же тоже нету изморози, то есть он держит. То есть, ладно, где мы заклеили, вот это вот, понятно, верхние, широкие, это под усадку там проем, а здесь мы уже заклеивали, чтобы птички просто не драли. То есть здесь вот сколько успели тогда по теплу, столько заделали. То есть здесь везде забито все клималаном, и нигде, вот где открытые щели, там еще по дому посмотрим, по тем окнам есть, но нет уже шубы никакой нету, выхода тепла отсюда нету. Поэтому... Я доволен. Видимо, клималан работает. На самом деле нестандартное положение ситуации. Вот это вот внизу то, что домкраты у нас, это не по технологии теплого контура. То есть, если мы делаем теплый, то домкраты ставим вверху. Потому что вся усадка, то есть все по штробам садится, подкручивается, вверху зазор оставляется там и так далее. То есть, но все равно переделали, вот как видно, что даже при такой вот технологии, то, что немножко не выдержанное, да, поменяли местами это все,
Все равно работает. Работает. И удобно то, что внизу крутить. То есть не надо там вставить домкрат, там что-то внизу открыл вот эти, да, подкрутил, если да, надо что-то. да. Но я так предполагаю, что еще на следующий год я их скрою, еще сантиметра 2 уроню, и может быть, я не знаю, Ну потом по чуть-чуть только. Сейчас второй основная год, усадка. третий год, да. Основная А пока потом идет. как-нибудь уже их жестко закрою, не знаю чем пока. Ну, пока не закрывай там. Да, ну, пока будут Подожди. так, да, я понимаю. Ну пойдем дальше. Пойдемте. А окна у тебя пластиковые, правильно? Да, это пластиковые окна. А что за фирма? Какая? Что? Русские, не русские? Это наш читинский представитель делал окна. Это окна века. Это окна века. Ну, по России знаменитый. Ну да. И просто под дерево отделка уже, да? Вот, Да, да, да. как бы Мы заказали темную вот эту отделку. ламинирование, или как оно Да, называется? это ламинация. Ну, мы заказали профиль в массе, полностью ламинированный. Здесь, короче, стеклопакет с каленым стеклом противоударным с улицы, подтонированный с улицы, энергосберегающее, там тоже что-то, то ли газ закачан, то ли покрытие какое-то, я уже, честно, не помню. А сколько камер? 2 камеры. 3 стекла, 2 камеры, двухкамерное окно. Все, В понял. общем-то, оно себя показало. То есть лицевая сторона веранды, она вся сплошная, глухая. Мы не стали здесь делать окна, потому что Открывные. у нас есть планировка уже внутренняя, и они бы там нам мешали. Они бесполезны там были. А боковые, например, то окно от гаража и это окно вот с этой стороны, оно сделано... они называются портальные окна. То есть они... Как в купе, в поезде. Да, они отъезжают, то есть ручка открывается и ведут, ну, опять же, тоже выбор был такой, что большое окно, да, его открыть, створка, она там сразу съест место. А у нас Ну там да. по планировке здесь вот должен стоять диванчик, да. Здесь диванчик, здесь, по-моему, какой-то там этажерочка какая-то, и получается, что мы не можем это просто распозить окно. Поэтому мы решили, что они будут портальные, они выдвигаются, раздвигаются и не мешают, в общем-то. То есть ходят в контуре, вот в плоскости окна. Обсада у нас получается сосна, да, я так вижу. Да, обсада сосна. Клееная, сухая просто. Да, И покрыл да, ты ее да. праймером, да. Да, вот окна, которые по первому этажу, кроме гаража, их не успели покрыть, они должны были... Вот это вот обсада. Они должны были быть покрыты точно таким же раствором, а они на сегодняшний день только обработаны праймером. Нам просто не хватало краски, и мы решили оставить это так. Но весной это все будет доработано, покрыто, обработано. Монтажный шов закрыт, обналичка смонтирована. Давай вот здесь вот прям расскажи по составам, да. Я так понял, что тут у тебя вообще присутствуют почти все производители мировые в твоем срубе. Чего? Составные, ну, покрывные. так Покрывные. скажем. Ну, значит, ну давайте вот со стен. Стены у нас шлифованы, грубые 40-м диском. Зернистость. Зернистость, да, 40 это правильно, да. Потом на 2 слоя шкурками, этими машинками. Там было 100 и 120 зерно. Вот 2 зерна. То есть по факту получается шлифовка на 3 раза. То есть грубая шлифовка, еще не считая того, что там происходило на площадке в Курагино. Ну, мы сучки только. Когда корили, да, это все. После этого на стенах внутри, снаружи применена краска производителя Биофа. Биофа тоже немецкая технология. Значит, здесь праймер и 2 слоя краски, да, самого красящего покрывного состава. И получился 4-й слой, получился защита от ультрафиолета, поскольку это улица. Финиш. То есть по факту здесь, да, 4 слоя краска. Это улица. Это у них так заявлено, и по такой схеме мы должны покрывать все, получается. Ну, у них там заявлено на самом деле праймер, потом покрывной состав и потом ультрафиолет. А мы, когда выбирали краску, именно тон краски, мы пробники наносили, и нам в 1 слой не понравилось. Мы решили сделать в 2. И действительно, когда в 1 слой он был такой светленький, бледненький, а здесь он тик золотистый. Вкратце, Это называется тик золотистый цвет.
вкратце расскажи. Вот цвет мне очень нравится, вообще зашибенный. Вот прям попал, как говорится, в точку с цветом. Никакого диссонанса вообще нет. Тут прям играет дерево, как слоновая кость такая, и блестящая, и по цвету гармоничная, очень приятная. Расскажи, как подобрал цвет, ты вот сегодня рассказывал в двух словах. Ну мы заказали у поставщика ближайшего к нам. Это в городе Иркутске. То есть у нас в Чите поставщика Биофа нет. Мы заказали в Иркутске пробники. Нам прислали такую коробку. Там было несколько цветов, маленькие баночки. Там, не знаю, по 50 грамм, по-моему, по 30 грамм. То ли 10, то ли 12 цветов. И нам... шлифовщик подготовил стену и сделал выкрасы. То есть он сначала стену подготовил, шлифовал, потом он ее прошел праймером, и потом он нанес на нее по одному слою краски. Мы пришли с женой, посмотрели и решили, вот мне понравился вот этот цвет, супруге понравился вот этот цвет. Краски. Все, похлопали в ладоши. А слушай, краски, а вообще от самого темного ты брал или что-то примерно Нет, в этом мы уже тоне? сразу, да, Примерно да, что-то. у нас был, вот допустим, для улицы у нас был тик золотистый, и, по-моему, еще сосна была, то есть у меня сразу как бы были задумки, что мне не нужен темный дом, коричневый дом, то есть мы когда смотрели, там люди красят в коричневый, ну, в темный цвет дома, но мы не хотели, мы хотели максимально приближенный там к естественному, и внутрянка у нас вообще получилась вообще белая, светлая вся, не белая, а светлая. И вот у нас на улицу попало, по-моему, всего 3 варианта цвета, а на внутрянку у нас было больше их, там 7, по-моему, или 8 цветов. Ну и вот я что рассказываю, мы приехали, когда с супругой посмотрели, вот ей один цвет понравился, мне другой цвет понравился. Мы уехали, я говорю: Алеша, крась второй раз. Он покрасил на второй слой. Те же самые краски на второй слой нанес. Мы когда приехали, у нас все по-другому совершенно. Супруге другой цвет понравился, мне потом совсем другой цвет понравился. То есть я хочу сказать, что пробники надо покупать, пробники надо привозить и пробовать, и выбирать. Столько слоев, сколько планируешь, тогда и проявится. красить столько, пока не понравится, да. То есть 1 это минимум, да, 2 это уже классно получается, и тон совсем другой. Вот та краска, которая внутри будет, внутрянка выкрашена, она нам вообще не нравилась. Но когда она легла на 2 слоя, то есть она была бледная. На 2 слоя она стала вообще классная. И здесь то же самое. Мне нравился тик, простой тик нравился. Когда мы покрыли простой тик на 2 слоя, он темнее оказался. А этот золотистый тик, он именно с блеском немножко, с глянцем получился. Ну, Она как-то глянец или матовая все-таки? нет, она вся масляная была. Но у них, правда, там есть уличный. Масляные вот эти краски. Нет, у них есть масло, вот именно масляные составы. Это же масляный состав. Я так Да. считается. У них нет матового и нету глянцевого. Нет, этого нету. Масло и все. Этого я не видел, нету этого. Глянцевого и матового разделения нету, просто масляные составы. А вот этот блеск еще, видимо, отдала это 4-й слой, который у нас получился, это вот защита от ультрафиолета, она тоже блеск дала. Сейчас, конечно, вот немножко видно, да, там дом припыленный, но вот он, когда его только покрыли, он прям реально весь сиял, блестел. И шлифовщики тоже сказали, говорит, мы из-за того, что... Кстати, вот тоже один из факторов герметизации шва, да, это, он говорит, купишь керхер, ну, какую-нибудь пушку купишь, и ты можешь его по легкой смойке мыть. То есть я предполагаю так, что я весной, когда весна придет, я его обмою, пыльцу эту всю смою, и Ну он это опять так, заблестит, смотри, у тебя же засияет. щелки, смотри, будет попадать в щель эта вода. То тоже не это сильно там. Мы потихонечку. Не увлекайся, да. Да, торцы как бы обработаны торцевым маслом, и они вот выделяются совсем по-другому. Торцевой состав биофа. Тоже специальный. биофа, да? Тоже Покрыт. биофа для торцов. Слушай, дальше смотри, по антисептикам, по покрывным, да, у тебя карнизы. Карнизы у нас белым цветом, они обработаны антисептиком и краской текурилой белой. Да, карнизы именно подшитые белые. Да. А фронтонные доски... Лобовые доски. Да, лобовые доски, карнизные доски там, и сам фронтон, они покрыты тоже текурилой какой-то там, рыжей текурилой. Ну тоже антисептиком сначала. И потом... Да, праймер. Всё Вот у правильно. текурилы идет праймер, и потом уже какой-то Valticalor был. Вот. Ну, напомним, что на окладной доске у нас и окладной венец. Низ. Осмо.
Осмо, масло Осмо, Масло да, Осмо. покрыт. Внутри Пинотекс в пазах. И снаружи еще ремерс, да, когда заготавливаем бревно. Ну и снаружи тоже Пинотекс при заготовке. Все бревно покрыто. Ну, который для хранения, Для да, хранения, используется. да, чтобы пока бревно рубится, Когда мы привезти, да. собрать, чтобы оно не засинело. Но Понял. это... Почему оно не должно синеть? Это принципиально другое качество. Так вот, поэтому самые лучшие антисептики используем. Да, это хорошо. Так, ну смотри, крыша у тебя керамика, правильно? Нет, это композит. Металл. Да, А то так смотрю со стороны вроде как похоже на керамику. похоже на керамику, да. Объемно смотрится, классно. Сейчас она засыпана, но на самом деле это сейчас скажу, кто же этот. Это Джерард. Это Джерард, композитная черепица. То есть она сделана из металла, алюмоцинкового сплава и сверху покрыта базальтовой посыпкой. И разная волна нарезки и, соответственно, разные цвета. Ну, вот у нас она рыжая. Мы под нее и делали... у нас, как она, Милана. Я уже что забыл-то. Короче, Милана. цвет Милана рыжая какая-то. Сколько по массе, не знаешь, примерно? А когда я получал 2 поддона крыши на транспортной компании, у нас получалось, было заявлено 2, по-моему, 2 тонны, около 2. Тонна 800, там около 2 было заявлено. Вот так. В общем, в 3 раза керамическая черепица тяжелее получается, примерно. Чем композитка? Ну да. Ну вот, видите, а у меня всего 2 тонны, да? Скажи по Чего герметику. По герметику, кто, что за производитель? Герметик тоже. И скажу, да, что он мягенький. Вот, Серега, можешь подойти, мы даже можем тыкнуть маленько. Вот, видно, что ногтем продавливается, что не будет мешать усадке. Особенно, когда летом еще и будет отопление у нас включено, сруб еще садится у нас. Вот, то есть где-то, может быть, даже он подтреснет чуть-чуть. Вот, но в целом, то есть вот он проминается. Ну, это, конечно, Дает я буду усадку. наблюдать, потому как Дает, мне тут усаживается. мне холодно было, да? Ну, как, я знаю просто наши регионы, для того, чтобы не было, наоборот, холодно, да? А пазы, вот дом весь, пазы очень четко прирублены и очень хорошо все это присело. А вот торцы меня испугали, да? То есть в торцах все В равно... торцах она, да, она там кое-где оставлена щелочки по технологии, остались, да. чтобы на усадку не давило. Вот, здесь. вот это технологии, это усадка, но тем не менее там есть возможность поддувания, да, вот именно в торцы. И поэтому как бы это тоже было принято решение герметосом закрыть. Но герметик мы тоже пробовали, у нас было 3 производителя, образцы, мы вот баню строили, сруб, мы там просто мазали, пробовали. Один там скатывается, один не тянется, как говорил Леша. То есть этим герметиком они работали. Мы его не стали пробовать. То есть я ему привез 2 варианта герметика. Он их попробовал и сказал, что вот этот сильно у него, адгезия большая. То есть и он быстро сохнет там. С другим тоже что-то как бы по цвету не попадали. Ну, в итоге, короче, мы приняли решение. Это был герметик Зобель. Это тоже какой-то Немцы? Иностранец, да. Немцы. Это тоже какой-то иностранец. И внутри и снаружи, да? Да, да, Зобель и снутри, и снаружи. Подбирали его тоже в цвет. Здесь, по-моему, вот по наружке у нас в цвет лег, опять же, тоже, я же говорил уже. Тик, не тик. Нет, там не тик попал. Короче, внутри был клен, он в цвет внутрянки попал у нас. А снаружи получился... Ёлки-палки. Лен. Да, нет. В общем, Да. ладно, я забыл название. Не суть. Да, я забыл название. И скажи, что Цвет. получается сначала мы герметим, а потом красим, чтобы адгезия была, чтобы... Ну да, так, Грамотно. это как мне мастер сказал, то есть вопрос возникает, типа, зачем герметить сейчас, может быть, подсядет, может быть, лопнет, да, там, но один из факторов, почему мы это решение приняли, да, это проводится шлифовка на чистовую, и если мы красим бревно, а потом герметим, да, то герметик лучше пристает к чистой древесине. То есть получается так, что мы сначала зашлифовали, потом нанесли герметик, и даже если он чуть-чуть в тон не попал, он все равно потом покрывается этим составом, и он все равно становится, как в бревно, в цвет краски. То есть герметик подвержен, красится, прекрасно красится. Вот. То есть Колируется. колируется, да, там.
Он и так идет в цвет, то есть нет смысла выбирать темный герметик или выбирать светлый герметик, там брать какой-то один. Ну, мы решили взять герметик на наружку одного цвета, на внутрянку другого цвета. Поэтому, ну, не прогадали, как бы все четко легло, все подкрасилось как надо. Слушай, ну прям хочется вот так вот гладить, знаешь, вот так вот прям стоять. Да, вот, можно ну, гладить, гладь, Саш, гладь. Можно? Да, да, можно. Это же ты рубил, можно, тебе можно. Это пластик? Да, водосточка пластиковая. Водосточная система Дёки Люкс. Мне предлагали положить металл, но ну, якобы там пластик не будет работать. Но на самом деле, если бы я, например, взял металл, я знаю, что он, ну, очень сильно царапается, да. Я вот именно эту трубу, когда мы вот сливной коллектор монтировали, пока водосточка первый раз была смонтирована, когда кровля была смонтирована. Потом шлифовка, мы это все снимали. Потом дожди пошли, мы опять это все ставили. Потом вот эти коллектора. Ну, то есть, на самом деле, я водосточку пластиковую снимал, ну, я не знаю, раз, наверное, 5-6 точно, прежде чем вот ее поставить на место. Ну, я сомневаюсь, что металлическая бы выдержала все вот по эти морозам, вот по всем царапульки. этим, знаешь, там, как она? Ну, как стоит, вы же видите, у нее Ну, по у нее технологии есть есть там, да, тоже при монтаже трубы, там, при монтаже желобов, соединительных муфт. Там есть специальные риски при монтаже в летней температуре, в зимней температуре. Она точно так же линейное расширение. Выставляешь по меткам, она сдвигается, расширяется, все, чтобы ее не горбатило. И хрупкая тоже, получается, не становится. Ну, там. Ну, она, Саш, насчет хрупкого, если подойти к ней сейчас вот в минус Шарахнуть. 30, да, и ударить по ней молотком, наверняка она рассыпется. Но как бы это мой дом, я не планировал этого делать. Поэтому вряд ли кто-то будет по ней стучать. Подтягиваться я на ней тоже не собираюсь. Слушай, а эти дырки, это вентиляция у тебя? Да, это Она- вентиляция как раз подкровельного пространства. То есть было два варианта. Либо надо было выводить в карниз и здесь пускать такую решеточку, ну, карнизную, чтобы, ну, и сеточку ставить, чтобы птички туда не залетали, чтобы воздух сюда заходил. А мы просто вывели трубу, которая, вот, то есть вот здесь вот решетка стоит, вот их 3, да, на этом, ну, на скате, да, она, эта труба, выведена прямо в подкровельное пространство, в мембране выполнено отверстие и проклеено скотчем. То есть здесь воздух заходит и уже циркулирует и выходит туда в воронки. То есть таким Уже образом. на крыше, которые стоят, получается. Да, туда выходит. Да. Но там кровельная вентиляция верхняя, там два варианта тоже. Либо вы ее делаете в коньке, либо вы ее делаете через аэроэлементы, которые монтируются максимально к коньку. Вот у меня их на этом скате тоже 3 штуки наверху стоит. Между по стропилам, когда брусок монтируется, там просто есть прорези место, для где того, чтобы проходить воздух ходил. Да. То есть это не так, что, например, стоит вот здесь вот стоит в этом пролете труба, да, и все, и она будет циркулировать только, тянуть по одному, Она сообщается. по одной получается, контррейке. система Да. со То есть всеми. они там с разрывом, бруски, которые прижимают Изоспан. мембрану, да, мембрану, там тайвик лежит, они разорваны, и получается, что воздух, он, ну, циркулирует. Все. А что он получается, что он работает, какой он вентилирует? Но чтобы конденсата не было. Конденсата не было. Конечно, то есть металл может конденсировать, раз, недостаточная толщина утепления, 2. Ну, то есть, как бы у нас этого нету, И да, вот у меня в высыхание кровли дерева, 25. дерево, Да, если влага, стропила, когда выходит, это все. То есть, ну, стропила, опять же, сухие вроде были, обработаны антисептиком. Но, тем не менее, то есть, это должно быть, это такая технология. В сырую погоду может влагу натянуть, да, потом куда и деваться, она должна выходить. Поэтому, согласно технологии монтажа кровли, Я понял. она должна там быть. То есть, подкровельное пространство должно вентилироваться. Снизу воздух заходит, вверх, сверху, вверх выходит, в верхней точке. Слушай, ну вот смотри, по растрескиванию, да, это, так понял, северная сторона. Да, это северная Вот, то сторона. есть прям здесь явно видно, что поменьше. Вот, а как вот тебе в целом по срубу, ну, по ощущениям, много треснуло, немного, Да то есть нет, в нравится, общем-то. не нравится? То есть, как Не, знаешь, мне нравится. Я, честно говоря, не замечаю. Я вижу, что они есть, эти трещины. Причем, что некоторые могут сказать, вот это, например, это что такое, вот это вот 5 я скажу, так миллиметров. это трещина, это же треснуло, это же дерево, оно же живое. Не, на самом деле, оно будет сохнуть и будет растрескиваться. Но насколько много непонятно, да? Ну, на сегодняшний день
Ну, мне нравится. Для меня вот эти трещины сейчас внешний вид не испортили. Ну, слушай, лестницу, да, посмотрим, шикарная. Я так понял, ты не планировал сначала второй этаж и лестницу, соответственно, не планировал. Вообще. А потом, когда вышли вот эти вот... Вот мы на втором этаже. Это то помещение, которое мы не планировали вообще. Мансардный этаж полноценный. С входом По с сути. улицы. Да, вход с улицы. Хотя меня Алексей Корнаков прямо прибалтывал, что надо сделать через комнату вход через дом. Ну, вот мы не хотели его, это второй этаж, и поэтому сделали там вход через балкон, через ту красивую лестницу, по которой мы поднимались. Вот, а здесь получилось около 40-48, не знаю точно, ну, что-то порядка 48 квадратов у нас получилась вот такая вот площадь. Здесь А кровля в внизу скате. у тебя какая площадь вообще? У нас всего по дому получилось 120 квадратов. И здесь. Ну и вот эти 48 ни о чем. То есть, грубо говоря, там 170, примерно 180. Ну, 160, может быть, да. Здесь у нас утепление лежит в кровле, точно так же в скате 25 сантиметров. И межэтажное перекрытие у нас тоже получается 25 сантиметров с утеплением. Проводку здесь уже все тоже подцепили, подвели. Выключатели, розетки, скрытая проводка. Там мы... Вот я вот не планировал я этот этаж, да, и вот могу показать, что вот эта стена, это стена с гаражом, она поднята вся бревном. Когда Антон рисовал, он говорит, вот это будет верхнее бревно, вот это гаражное бревно, и между ним всего одно бревнышко. Давайте его положим. Я говорю, давайте положим. И тем самым это помогло нам сделать в гараже высокие этажи, высокие потолки, потому что этот скат, он идет прямиком туда вниз. И является вторым светом гаража. Да, там получился типа второй свет. А здесь вот у нас два бревнышка. Я поленился положить, потому что мы не планировали этот второй этаж. И если бы здесь лежало также два бревна, у нас был бы вообще весь контур замкнутый, бревенчатый. А так у нас мы это разделили, утеплитель, ну, смонтировали утеплитель, то есть там стенка 20 сантиметров утеплителя лежит также разгорожен. А здесь получился вход в холодный чердак. Мы пойдем туда? Конечно. Сейчас я свет включу. В холодном чердаке. Сейчас мы зимой наблюдаем, что у нас испарено, потому что здесь Сергей, там видно, да, вот эту каркасную стенку, вот про которую сейчас речь? беленькую. Да, потому что здесь вот рубленая, еще раз скажем, здесь бревна. Вот, а здесь у нас Сборка. сборка, потому что не планировалось. Да. А можно было тоже два бревнышка добавить, и все, и был бы... То есть сейчас у нас здесь коротышки, вот они, коротышечки. А можно было бы цельную стену сделать. Да, да, я об этом и говорю. Вот здесь вот у нас стеночка сейчас подмерзает, потому что там холодный контур, а здесь теплее гораздо. Но у нас получился там чердак, у нас там сейчас лежит елка, новогодние игрушки, и у нас там смонтирован щиток электрический То есть распределитель. у нас там разводка, я так понял. Да, да, да. Она идет снизу сюда. Она по полу идет поверху и вниз наоборот уходит. Да, по полу второго Подняли, в этажа общем, кабель. По второму этажу его распределили. Здесь и в щиток. каждую комнату И спустили. в каждую комнату уже спустили на розетки. То есть по полу, как вот Леха еще говорит, делают, что там вот есть бортик, да, который у нас коммуникации везде, вот, и там электрика везде проходит тоже по полу именно. А у меня этого первого не было. этажа. Да. А мне этого не было, мне это не подсказали. То есть у нас залита фундаментная плита, полная, ну, цельная, ровная, да, и полубревна и бревна, как Они сразу первый ложатся, венец, они лежат сплошняком. То есть мы это увидим там изнутри. То есть там возможности проводить коммуникации по первому этажу, ну, не было. Поэтому мы сделали так. Что, закрываем? Закрывай, да, то есть оттуда у нас идет холод. Значит, мы на будущий год сделаем вторую дверцу, утеплим, чтобы холода там не было, чтобы холод оттуда не пришел, а то вдруг мы захотим здесь переночевать. Вот еще недоделки, которые здесь выявились. Это у нас вентиляция сейчас не подключена. И вот под первым листом фанеры здесь вот видно на бревне изморозь. То есть с первого этажа идет потеря тепла. Ну, где-то нарушена, видимо, пароизоляция. То есть мы будем демонтировать этот лист фанеры и проклеивать, все это убирать. Ну, там что-то проходит, какие-то еще коммуникации, у тебя вентиляция, еще что-то там вот в этом месте.
Нету здесь ничего. Вообще ничего не делали. Вентиляция да, только вот по углам, где трубы с крыши торчат. То есть, То вот есть это, это получается при монтаже потолков, да, утепление потолков, где-то да. не... где-то либо пароизоляция не проклеена, да, либо, может быть, при монтаже пола ее надорвали, порвали, ну что-то нарушено. То есть теплый воздух проходит. Может быть, когда заводили электрику ну, то есть туда, в первый этаж по полу, то есть пока непонятно, вот этот лист надо поднимать. Оконные откосы, они уже под финишку сделаны, то есть, Обсада. да, обсады, их обработали тем же самым маслом, биофой. И Праймером, вот, маслом. И вот то, что я говорил там по проектированию, по всем делам, да, то есть мы видим вот эти косые, ну, они не коротышки на самом деле, они цельные бревна, вот оно, мы видим, что здесь вот масса есть. Нету вот таких вот вставышей сюда вот, то есть одно есть, вот только лишь одно, и все. То есть на самом деле вот эта вот крепость, она здесь достаточно. То есть маленькое, небольшое косое окна, косые вот такие окна мы допускаем, там одна коротышка разрывная, все. Больше лучше такого не набирать сюда вот столбик из этих коротышек, там вверх, знаешь, бывает делают там такой вот угол, и там вот эти вот такие, они, знаешь, ни на чем не держатся, просто вот так вот стоят. Вы же вот это набраны. бревно, оно цельное было, вы же его здесь тогда на месте выпиливали. Мы его выпилили, да, но вот при монтаже уже готово. То есть здесь вот это вот было для связки вообще прокинуто при монтаже. Вот потом оно просто вырезалось, и все, и держится на пазу, опять же, то есть вот на смыкании. Но светильнички ты любишь, я смотрю, ты вот прям сразу люстры присмотрел, да, поставил там, распланировал какие там. Ну да, Или мы- жена, наверное, подбирала тоже какие-то. Да, да, здесь жена подбирала. Этим светильником по люстрам, по розеткам, выключателям, то есть вот это она. И специально у тебя получается дизайн такой, да, то есть как есть и строгий такой под евро, знаешь, там вот не обрезные какие-то, тут вот из доски можно было не обрезной, там, знаешь, там наложить, то есть сделать такой. То есть у тебя тут тес. ровная, под вагоночку, покрыто белым, опять же, то есть цвета такие. Но оно осветляет, все равно белый потолок. Он Сам ты, да, свет то есть дает. вы сами подобрали вот именно да. вот эти комбинации, да, все вот, дизайна, Вот это тоже интерьера. нишу, да. Мы хотели ее сначала покрасить полностью рыжим. Потом решили, что надо эту зону отделить. Там все равно холодный чердак. А здесь вполне вероятно, что вот почему две розетки, здесь кровать может станет. Поэтому пусть она будет. Ты знаешь, с другой или стороны, книжные оно, полочки оно будут непонятно. и смотрится, то есть идет вот так, да, потолок, Да-да-да. так, потом бах, бревно, и опять вот это продолжение. Стоял, кстати, продолжение как бы. стоял вопрос, кстати, о вот этой стенке, как размещать вагонку, вертикально или горизонтально. Ну, есть- так как в продолжении она хорошо. Да. Поэтому вот это продолжение потолка. Ну, а здесь вот по-другому, то есть как бы есть разные варианты, прикольно. Здесь Ну вся да, стенка рубленая. Здесь вся стена получилась рубленная, да. И розеточка вот здесь тоже, хоп, у тебя, да, такая. Да, там думали, что вдруг что-нибудь читать, если какой-нибудь светильничек поставить. Одну розетку там воткнули. Здесь вот розетки для телевизора. А интернет, Wi-Fi. Угу. А тут у нас будет интернет только на веранде и на кухне. То есть в спальне, мы в спальнях будем спать. То есть мне электрик Гена говорит, давайте где-нибудь усилители. Один есть, то есть распределительный узел запланирован, и все. В детской комнате у ребенка там за столом у него через провод, через шнурок будет интернет. А стены деревянные, они глушат сигналы. Он нам не нужен. Мы в этом доме будем спать, Правильно. Отдыхать, зачем? Отдыхать от волн. жить, книжки читать. Слушай, прикольно, что она такая, знаешь, волнами. Вот так вот идет лестница. А она здесь, видишь, из-за вот этих камлей, я же не буду вот эти комли пилить, чтобы прямо спускаться. Поэтому мы ее раз и сюда вывели. Ну, прикольно, о, получилось. Такой, знаешь, это. Ну да, она с заходом, с расширением. То есть нижние ступени, они как бы шире получились. Раз, и отсюда выходишь. То есть они вот, если полосу, линию бросить, сантиметров, наверное, на 30 сюда выдвинуты. Ну и комли эти все. Мы же это, как красоту-то Красоту надо пилить. оставлять.
Здравствуйте, Александр! Наконец-то мы в тепле, в нашем доме. И начинаем обзор внутри дома. Андрей нам расскажет. По комнатам пройдемся, да? Опять же, Конечно, и по комнатам, и на мы кухню уже зайдем. проходились уже не раз, но еще раз. Повторение мать учения. В туалет могу завести, в спальню. Да. Поэтому спрашивайте, также помогайте мне, я вам буду хвастаться. Ну, давай, вот вопросы какие? Вопросы у нас по прихожке, да? То есть, в принципе, она у нас, как мы уже говорили, была холодная изначально. Запланировано. Да, то есть вход центральный был сюда, в дом. Ну да, если говорить Здесь о том, что... открытая веранда, ты тут, я не знаю, что тут хотел делать. Я сам не знал, что я хотел. На самом деле фундамент планировали залить одной большой плитой, а часть веранды хотели сделать ленточной. Но когда ребята приехали и сказали, нафиг тебе это надо, твоя веранда будет жить своей жизнью, давай сделаем плиту. И мы залили везде теплый пол. И с этого, собственно, все началось. Но если бы я знал на начальном этапе о вертикальных столбах, да, вот, которые необходимо там размещение нижнего домкрата, верхнего домкрата, я бы, конечно, это все в момент рубки моего дома переиграл. Но поскольку я этого тогда не знал, то проект, Типа холодная, проект холодная, рубился какая сам разница? собой, да, я не знал. Вот это бревно, которое мы выпилили, и здесь сейчас вход в дом, да, оно тоже лежало цельное, потому что мы не знали, где будет у нас вход на самом деле, с той стороны, с этой стороны, то есть понимания конкретного не было. То есть проект был, а как в дом зайти, мы пока не знали. Но в процессе строительства, значит, мы решили, что веранда у нас будет тоже теплая, то есть вот балка потолочная, например, она планировалась, что пол будет не пол, а потолок будет горизонтальный. Но опять же, когда приехали ребята монтировать кровлю, они сказали, что для увеличения внутреннего объема и пространства тебе будет удобнее сделать потолок наклонный. И если бы мы сделали его горизонтальный, то вот этой вот красивой балки с вот этими шишечками, упырями и пузырями, ее, вот этой всей ее фигуристости и природности, ее бы просто не было видно, она бы спряталась туда в кровлю. Поэтому я с удовольствием принял решение о увеличении внутреннего объема, то есть мы вот потолки подняли под уклон вообще, и сразу веранда по-другому засмотрелась. И потом, собственно, мы решили, что ничего страшного, мы утеплим нижние домкраты, будем их вскрывать, пока дом будет подседать, и регулировать. Сделали замеры, заказали большие окна, большие оконные обсады и смонтировали, собственно, на лицевую сторону. У нас по планировке уже потом появилось понимание, где будет стоять диванчик, где будет стоять диван, где будет находиться телевизор, шкаф для одежды в прихожей. То есть и мы понимали, что как нужно стеклить, да, где будет уже находиться дверь. То есть мы застеклили сплошными глухими окнами лицевой фасад. И два окна, правое и левое, сейчас я покажу, Сергей, они у нас сделаны портальные окна. То есть они открываются, выдвигаются, и для того, чтобы они не скрадывали внутреннее пространство, они двигаются в контуре оконного блока. Также они могут работать как окно для проветривания, откидное окно. То есть вот это решение было принято на две стороны, правая и левая. И здесь оно ничему не помешает. Ни дивану, там, ни проходу, а открывать большую створку вертикально, скрадывание пространства получается. Давай посмотри по техническим тут составляющим. Это у нас обсада. Обсада. Обсада из сосны, клееная, да, 7 сантиметров толщиной. 8. 8? Понял. 8 сантиметров. Прикрученная через штробной брусок. Штробной брусок обязательно в столбе. Это было сделано, кстати, уже потом решение, потому как думали, что веранда будет садиться само собой, будет здесь какой-то бордюрчик, либо еще что-то. Она планировалась открытая. Но для того, чтобы закрепить нам обсаду, и чтобы она не выпадала, нам пришлось То есть дополнительное застробить. телодвижение пришлось сделать так, как Да. решили, что она останется теплой. Если бы у нас столбы стояли внизу, просто на бетоне, то можно было бы обсаду железно прикручивать без штроб просто на утеплитель.
Ну, Ну, вертикальный столб, он бы не садился. Да, он бы не садился и все бы стояло. просто Просто прикрутили. вверху тогда домкраты были бы. Да, да, это я понимаю. Далее вставлено вот это вот тоже в четверть, да? Да, то есть выбрана наружная четверть, не внутренняя, а наружная, потому как мы выбрали обсады чистовыми, вот такими мощными, как и подоконник, и боковые части, верхняя часть, поэтому внутри был выполнена четверть глубиной, Ну тоже она вот 8. сейчас скажу, нет, 4 сантиметра, да, то есть вот 8 сантиметров мы выбираем 4 для того, чтобы окно прилегало к дереву, к обсаде и оставался монтажный шов. А в глубину мы выбрали 15 сантиметров, 8 из которых занимает 82-й рама. профиль, да, вот именно оконный. И получается у нас будет сколько, 7 сантиметров на штапик, который будет закрывать с уличной стороны монтажный шов. Вот. А вот давай вот так сейчас, смотри. Хопа. Как это делается? Вверх. Если хочешь отодвинуть, то вверх. Вот, Серега, смотри. Вот рама, Ну, Вот это, да, сама то, обсада. о чем мы говорим. ширина. И сколько занимает сама вот эта рама. Насколько она утоплена вглубь. Можно уже тут варьировать, я так понял. Можно чуть глубже сюда, можно чуть это. Совершенно верно, да. И по технологии, чем глубже окно утоплено вовнутрь, чем его больше закрывает снаружи, тем меньше промерзает профиль окна. То есть чем в теплый контур ты Совершенно его задвигаешь, верно, да. тем оно лучше прогревается и там. Да, оно не промерзает с улицы, то есть окно будет работать больше в теплом контуре. Из этих вот могу сказать, что мне не нравится вот это одно бревно. Из всех несущих опор, 4 вот у нас получилось, колонны, да. Ну, к сожалению, правая и левая угловые, их не видно. А вот это мне не нравится одна. Она что с правой, что с внутренней стороны, что с наружной стороны, она ровная. Без сучка. Она какая-то, да, без сучка и без задоринки. То есть те, которые снаружи угловые, они такие фигурные, расклешенные к низу идут. Этот прямой. Вот этот прямо шикарный столб. Кто его выбирал и сюда ставил, спасибо большое. Андрей, ну мы тебе инкрустируем туда сучок большой, не переживай. Да, вот это классно, красиво. Там вписались у нас розеточки внизу, что в том, что в другом столбе. Ну, это слишком ровное, слишком правильное в моем кривом доме. А скажи, вот смотри, давай еще вот здесь по входу, потому что мы здесь экспромтом даже ведь понимали, как тут будет что вставать. Не, мы даже не понимали. Не понимали. Как здесь что будет вставать? Поэтому что? То есть вот эта вот нижняя обвязка, да, бревно, вот, мы его заанкерили. Вообще вот эти все коротышки, которые лежат, они все заанкерены к бетону. Да, они, получается, к бетонному Металлическими основанию. анкерами, которые сверху ты, когда его тянешь, он внутри разжимается, да, и у нас уже они не Ну двигаются. да, по они бетону. жестко прикручены. Соответственно, ты просто потом выпилил ее, да, Да. поставил двойную уже обсаду, да, вот первая обсада, Ну да, и вторая, потому что соединил одна их между получилась собой. для окна обсада, Да. а вторая получилась для двери. Для Просто двери. соединил и вот здесь вот я вижу монтажное крепление, то есть прикрутил, получается, к обвязке. И все. Да, здесь получилось как? Вот в монтажном как раз вот шве, где установлены окна, там есть длинные саморезы, которые прикручены к штробному бруску. То есть эта сторона за счет штробного бруска, эта сторона за счет штробного бруска. Здесь вот эта колода, поскольку она к нижней точке привязана, она опять же заанкеренная к вот этим коротышам, к бревнам. Андрей, то есть получается штробный брусок у тебя смещен относительно центра, Да, там как раз да, где будет. Да, мы так сделали его. Правильно. Мы его Теперь сместили. поэтому, видишь, Серега, здесь нету чистовая. у нас от саморезов никаких следов. Да. Все чисто. Да, То да, есть да. Потому что у нас смещено туда вот. Мы его там, немного где штробной сместили. брусок, прошло крепление. Отлично. Мы его сместили, да, штробный брусок. Ну и все, собственно. А здесь верхняя вязка, у нас как бы получилась эта конструкция вся, она собиралась целиком. То есть немножко мы неправильно рассказали. Не это отдельная конструкция и это отдельная конструкция. То есть вот эта конструкция 3 элемента. Эта конструкция просто буква П, но собрана она вся в единое целое, связанная одной большой балкой.
То есть Ну, это вот- детали, это да, просто ну, видно сама схема, система. Да, из то есть чего что мы состоит. сначала собрали 2 окна больших, боковых, а потом сюда вставили вот эту дверную пешку. Вот таким образом. Вот здесь у нас оказался зазор небольшой, ввиду того, что мы не понимали, какая тоже будет дверь. И дверь на самом деле нестандартная, она метровой ширины и 2,10 высоты. И вот это А расстояние... он нужен на самом деле. Всё Вот равно, этот проем? если вдруг там. Ну, мы на него не планировали, но здесь получилось так, что здесь заводилась электрика, освещение наружного входа и освещение коридора, вот, прихожей самой непосредственно. И плюс здесь дополнительно выведен вот здесь вот шнур, электрокабель выведен и смонтировано оборудование для электрозамка. То есть вот у нас эта дверь, она с электрозамком, с кодовым электрозамком и с отпечатком пальца. Очень удобно кнопочка. С моим там чик, отпечатком пальца. нажимается. Да. Не, я тоже заходил. А ты заходил, потому что сейчас я это... Ввел в программу? Не, я пленочку туда наклеил временно, пока у меня работы идут. А так, на самом деле, раз и пальчиком. Я знаю каким, средним. Слушай, давай про покрытие вот, внутрянки. Что-то, смотри, вот здесь вот у нас нет же для торцов состава, получается, на внутренних. Нету, мы не применяли на внутрь. То есть состав для торцов мы применяли только по наружным торцам. Внутри помещения вот эти торцы покрашены такой же краской, маслом, таким же маслом биофа, цвет кедр. То есть, на 2 раза. значит, здесь красили точно так же праймером, антисептическим первым составом, и красили на 2 слоя цветом кедр. То есть мы когда выкрас делали, нам первый в один слой выкрас не понравился. Почему? Он показался какой-то бледный, то есть он был вообще, он не проявился, скажем так. А потом, когда по выкрасам выполнили второй раз выкрас, прямо, вот нам такой цвет понравился. И мы решили, что будет праймер и 2 слоя. Мы не делали акцент на торцы, да, потому что мы делали выкрасы на ровной стене, на ровном бревне. Но торцы, они сами себя проявили. Да, То хорошо. есть сердцевина, да, вот она такая Кольца вся прямо все, с кольцами, да. текстура Вот это проявилась вот вся. наружный слой, да, там как правильно, заболонь, да? Да. Вот. На торцах, опять же, на окнах и вот на том торце прям ярко выражены вот эти все. Смотри, как они? здесь вот видишь, как плотно кольца. То есть этому вот этому кедру порядка 200 лет, даже не видно самих колец, настолько плотно они стоят. Видишь, Андрей? Тут их там, я не знаю, тут десятки вмещаются, и мы их даже не видим. А здесь немножко побольше, это может южная была сторона. Вот здесь вот вообще плотно. Очень здорово. Я хотел сказать не вот про эти торцы, а я хотел сказать вот про те торцы, которые вот в углу. Вот они совершенно по-другому смотрятся. То есть цвет стены и торцы, которые вот, как они, четверти, да, мы не четверти выбирали, а откосы, да? Вот эти вот. Саша, как вот эти элементы, вот эти части? Это обналичка. Вот под обналичку, да, когда выборку делали под обналичку, четверти вот эти вот. Вот они вот прямо такие вот, они вот издалека очень красиво. Мне нравится, как они смотрятся. Хорошо, слушай, смотри, по зернистости здесь так же, как наружу. Да. Сороковка. Красили, не красили, а чистили, да, там 40-м лепестковым диском и 100-м, по-моему, да? По концовке 100-ка была. Нет, потом шлифовали. Или 620-ка была. В конце. Нет, потом на этой шкуркой виброй, да, там 80-ка и 120-я. 80-ка и 120-я, да. Понял. То есть сначала лепестком, а потом еще 2 шкурками. И герметоз какой здесь? И герметик тот же, что и уличный зобель, но здесь цвет клен. Он чуть-чуть немножко светлее, да, но это не страшно. Мне как бы... Да, кстати, по герметику видно, я вот так чуть-чуть, да, Серег, покажи, вот он как резиновый. Он эластичный, да, то есть ты сейчас его проминаешь, а он потом восстанавливается. Да, и если идет усадка у нас она все-таки идет по канадской чашке. Тут работает и скрабинг, и усадка еще будет. Вот, то это все будет работать и будет давать съезжать.
То есть очень интересно и, в принципе, мне даже нравится. Мне вообще не нравятся как бы герметики нигде. А здесь почему-то понравилось. А скажи, как выбирал он тоже, Леха? Он же герметик вы тоже подбирали. Ну, а мы же вот уже рассказывали, ну, давайте, ладно. Значит, мы брали, вот про Зобель, это мне порекомендовал мастер, который выполнял эти работы. Он сказал, что мы работали, классный герметик, есть такой Зобель, прямо там все красиво. Я, кстати, по наружке вспомнил, цвет орегон был у нас там. То есть у нас золотистый тик, а цвет орегон. Потому что тика не было, мы посмотрели по тону, орегон был, подходил, мы его взяли, он прямо вкатил, ну, прям красиво. Вот, и я брал, кроме Зобеля, было еще два производителя, мы пробовали их на, вот там у нас есть баня на заднем дворе, мы пробовали на бане, швы прокатывали, и потом мастер Алексей говорил о том, что вот у этого герметика слишком хорошая адгезия, он прямо слипается, и я не смогу его быстро растянуть, например. То есть вот такие вот комментарии давал. А поскольку работы выполнялись летом, там июнь-июль, достаточно жарко было, да, то есть он говорит, я просто не смогу его быстро наложить, поэтому надо что-то другое. Потом один герметик оказался с крупным зерном, да, там, то есть он был... Ну, им было некомфортно работать, что прямо много было вкраплений, кусочков. То есть, либо он был замешан плохо, непонятно. То есть, и он это говорит, тоже Зобели или другие? Нет, другие производители. Да, просто другие производители герметиков. Да. И потом, когда ну, мы попробовали два других, скажем так, производителя, причем они были более бюджетные, чем Зобель, и все-таки приняли решение приобрести Зобель. И сразу посчитали объем там в этих почти километрах по наружке и по внутрянке. И у нас получилась там хорошая такая серьезная партия. Ну, мы все делали это, ну, нам отправлял поставщик из Москвы. Не помнишь, сколько ушло герметика? Вот я же, Серега, забыл бумажки-то. Но потом я, если что, вечером заскочим, они в гараже лежат доступные на самом деле. В общем, нет, я сейчас не могу сказать, потому что вот эти вещи, вот они сделаны, вот у меня просто такое понимание, что вот, ну, надо сделать, я вот это сделал. Я этот этап прошел, и на самом деле потом уже все как бы, эти средства... Что было, то было. Да, цель достигнута вот таким образом. Плюс, опять же, у меня немножко этого герметика осталось, то есть мы брали с запасом, то есть вот если краски у нас по внутрянке чуть-чуть не хватило, и тем самым у меня страдают сейчас вот как раз обсады на окнах. То есть это единственные элементы, которые оказались изнутри необработанные, да. И вот у нас очень холодно, да, сейчас там 35-40 градусов, у нас окна подпотевают. Соответственно, весь этот конденсат падает на, ну, скатывается вниз на обсады, на подоконники. И вот в некоторых местах там я хожу водичку собираю, я просто переживаю, чтобы они не разошлись. А, допустим, то, что мы покрывали наружкой, это гаражные окна, и на втором этаже там вообще как бы все безупречно. То есть окна обработанные, даже если где-то капельки, конденсат подмыкает, там вообще не страшно. Вот. Ну и, соответственно, я начал говорить, Зобель у нас остался чуть-чуть, да. Ну, мы планируем сейчас ставить беседку летнюю, ну, мангальную зону, поэтому какие-то вещи мы туда применим, опять же, на декорацию, там, на соединение. Если где-то за трещинки. Да, но в том варианте там это будет как раз более красота и эстетический вид там по мангальной, именно по мангальной. Ну и опять же оставили, так как у нас напольное покрытие еще не готово, у нас полы лягут, когда у нас штроба по полу идет, соответственно, покрытие там, либо это будет инженерная доска, либо паркет, будет некий зазор. То есть этот шов тоже будет подрабатываться тем же герметиком. Поэтому запас герметика есть небольшой, я думаю, что нам его хватит. Вот. Ну и вот здесь вот, Серег, смотри, Андрей, вот здесь, получается, пропилили мы окно. Это да. Так как у нас этот контур был замкнутый, и там было холодное, то здесь было просто окно. Эта перепланировка Вот тоже связана, эта перепланировка связана с решением выполнить теплую веранду, да, то есть здесь было окно, должно было быть вот из теплого пола торчит две трубы, это здесь планировался батарейка под этим окном, да, и вход планировался вот, ну, с другой стороны, там, через прихожую. Но, опять же, это когда уже окончательно у нас потолок сформировался на веранде, мы поняли, что здесь вот пространство, которое просто
Ну, нельзя перемораживать. И мы решили, что мы здесь будем тоже жить. Поэтому 1,5 бревна мы выпилили смело до самого пола. Пол бревна у нас где-то отдельно лежит, а из нижнего большого бревна мы сделали лавочку, и она у нас стоит возле баньки. Вот таким образом. Ну, эти трубы пока торчат, они никому не мешают. Скорее всего, они будут просто обрезаны и останутся под полом. Все, сейчас мы из веранды перемещаемся в кухню и обеденную зону. Хотел бы обратить внимание на стиль. Вот отсюда видно, что у нас сруб, да, вроде такое все, балки там. И помимо этого идут обсада в таком строгом евро, да, стиле, я не знаю, как его назвать. Потолок тоже беленький, досочка ровненькая уложена. И вот это все контрасты такие вот, они вот прикольно играют. Вот эти блоки широкие, просто, ну, фасочка снята, вот так вот оно тут все вот так аккуратненько. Вот, очень интересно. Но вот этот блок, на самом деле, он будет проходной. И такой же проходной блок у нас смонтирован вот в коридоре, где дверь планировалась раньше, да, ранее. А эти 2 блока, они временно стоят. То есть мы их покрасили, скажем так, заодно, а на самом деле и установил я их, во-первых, для того, чтобы сформировать размер проема, да, а во-вторых, чтобы также закрепить штробный брусок, для того, чтобы бревнышки не разъезжались. Потому как я, например, слышал от вас, Александр, что надо лучше штробные бруски устанавливать сразу. И вот у нас... Да, на усадку, пока будет идти. Совершенно верно, да. И у нас когда вот год простоял сруб, где-то они штробные бруски были, а где-то их не было. Но они были напилены под размер штробы. И когда я увидел то, что по осени, ну, перед тем, как шлифовать, летом, а сруб простоял всего, ну, полгода. Мы хотели их туда поставить, а они не встали, потому что бревна начали подсыхать, и штробу начало подкручивать, бревнышко как-то начало подкручивать, по всей видимости, они начали уседать. И чтобы сейчас уже, когда все, ну, стены сделаны в чистовую, обработаны, я решил вот эти 2 обсады тоже сюда поставить, дабы еще через год потом не сверлить, тут не штробить дополнительно, а уже как бы штроба сформирована. Ну, у тебя они потом проемы такие же беленькие будут? Или вот эти проемы входные из веранды останутся такие же белые, да, а сюда будет 2 двери смонтированы. Сюда 2 двери, ну, в спальные комнаты и в туалет. Не, ну коробку же ты можешь тоже белую оставить. Да, конечно. Тоже будет белая, да? Дверь, уже есть проект двери, она белая, простая, филенчатая, самая простая такая, ну, и она белого цвета, да. Они вот такие вот высокие. В общем, смесь белого какого-то строгого такого цвета и кедра. Ну, да. И люстры такие под старину. И люстры, да. А, кстати, люстры, вот по проводке, получается, как мы и говорили, сверху идет разводка вся сюда вниз. Нужен свет, Сергей? Да, нормально. Скрытая, да, у тебя везде? Да, проводка вся скрытая, то есть ее можно только наблюдать вот на этой зоне. И это вот стена вот здесь, лафетная. На этой как раз интересно. У тебя здесь шкафы, все закроется. Да, здесь кухня. И мы вот туда, Серега, смотри, вот, то есть они раз провели, потом хоп, туда дырочку. И с этой стороны уже раз розеточки. Вот, то есть, ну, как бы раз. Ну да, они эту здесь же использовали. закроется, то есть используется по максимуму. Да. Они эту стену использовали вот для А кто наших... рассчитывал электрику всю, как бы? Как, что пойдет, куда? Электрик Геннадий. Геннадий. То есть это от Лехи, да, которые ребята, вот они Ну делают да, скрытую. да. Вот проводку делал Гена из Твери, тверской мастер. То есть ты это сказал к тому, что сделаны вот эти все отверстия после сборки, да? Они на... Ну они, нет, Ну, это вообще, и к да. этому, и к этому тоже, и да, и в принципе, что электрик, он сам, вот заказчик приходит, говорит, мне вот здесь розетку, здесь светильники сделай, мне то. Электрик сам спроектировал, где ему что надо, зафиксировал, да, получается? Ну, с нашими хотелками, да. То есть получилось так, что Геннадий прилетал к нам фактом 3 раза. То есть первый раз он прилетел, походили по срубу, посчитали, я ему сказал, нужно здесь, нужно здесь, нужно здесь. То есть пальцем показал. Он мне сказал, вот здесь нереально, давай сместим сюда.
То есть все остальное там, ну, в таком формате было обсуждение. То есть вот это сделаем, вот это не можем, вот это нужно сместить, да, там. Все как бы. Мы это спланировали, все это записали. Расчет, скажем так, количество необходимое розеток там, ну, по нашему желанию, где чего и выключателей провели. Количество кабеля, там, количество гофротрубы, там, это все Гена рассчитал, плюс там коробки, саморезы. То есть вот здесь вот видно, например, что, ну, здесь с торца можно посмотреть, или вот на этой розетке видно, что все под каждую розетку, под каждый выключатель, например, вот тройной вот он, двойная розетка, там, одинарная розетка, были изготовлены оцинкованные короба такие цельные. Они были пропаянные, такие достаточно классно сделаны. И потом как бы для ввода отверстия там справа или слева они, мастера, просто засверливали и заводили туда кабель. То есть это говорит о том, что если искра какая-то, не дай бог, короткое замыкание, да, то, ну, это все остается в металлическом коробе. А вопрос усадки, как он здесь решен? Вот, например, мы видим, что у нас здесь гофра, да, вот эта железная, она имеет какой-то сгиб? Ну вообще да, она же и тянется, и приседает. Да? То есть если вдруг будет у нас усадка, то здесь ничего не попрет, не заломает? Ну да, не должно быть. Понял. Я надеюсь. То есть она достаточно жестко стоит, но тем не менее мы вот растягивали это все, заводили сюда. Вот. А коммуникации там для мойки, для холодной горячей воды, это все заложено в плите пола. То есть вот они, два концевика, то есть здесь горячая, холодная вода. Все. То есть вот эта розетка у нас для духового шкафа или духового шкафа. То есть здесь у нас должен шкаф стоять. Здесь розетка, ну там для чайника, это будет панель для чайника, там для миксера, не знаю, для блендера. Вот этот выключатель, это у нас подсветка по кухне. Там розетка у нас наверху, это вытяжка. Ну, это тоже на столе. Значит, там у нас получается розетка для, не помню чего. Там холодильник стоит. Все. Вот две розетки, там два холодильника. То есть вот таким образом. Обращаю внимание, что еще раз, здесь у нас без подкладной доски. Сруб стоит сразу на плите. И никаких шнуров, кабелей у нас здесь не проложено. То есть все идет сверху. Вот здесь видно прям четко, да, примыкание бревна облафеченного к бетону. Ну, естественно, там у нас гидроизоляция и все там, изолон. Ну, между плитой да. и нижним брусом, плюс нижний брус, нижнее бревно обработано у нас чем? Осмой. Маслом, да? Да. Маслом осмой. Отлично. Ну куда пойдем, в ту или в ту? Ну пойдемте в детскую спальню, в Петину. Вот здесь у нас... по-молодежному-то сразу светильники, да? Да, здесь именно из-за этого. То есть вот детская комната, мы вот уже на самом деле присматриваем для него изготовителя мебели. То есть Читинский какой-то? Да, здесь будет горка. Человек приезжал. Сейчас, ну, наброски мы свои хотелки озвучили. То есть он, ну, здесь будет у него, она горка называется, там кровать, сразу шкафчик и все-все-все. А здесь стол. Ну вот и все. Будем на этом прощаться, на этом замечательном домишке закончим наше турне.
Хотелось бы сказать, что привести пример такой, что раньше в России везде рубились дома, так скажем, по-черному, можно сказать, на грубую, клали на мох с простейшими инструментами. Позволить себе это практически мог. Ну, кстати, тоже позволить мог деревянный дом себе далеко не всякий. То есть это заготовить лес, привезти и сложить, тем более какой-то большой, двухэтажный. Вот. Но, во всяком случае, сейчас, за последние особенно годы, десятилетия, культура порубки по строительству деревянного дома значительно выросла. И я очень рад, что мы являемся участниками этого движения по подъему этой самой культуры. И здесь, в этом доме, мы увидели этот пример. То есть новейшие технологии, да, так скажем, не просто там двуручкой и теслом, топором. Здесь уже бензопилы, шлифмашинки. Очень много людей разноплановых было задействовано на данном строительстве. Составы покрывные, герметик. То есть я вообще не любитель герметика и продолжаю им быть, но именно на этом срубе мне очень понравилось, как ребята отшлифовали, покрасили, загерметизировали. Ну, смотрится идеально. Ну, скажи тоже что-нибудь. Действительно, все люди разные, и кому-то нужен герметик, кому-то не нравится, кому-то нужно там покровной состав один, кому-то другой. Вот здесь вот видим, что такой он немножко текстуру скрывает. И все интересно смотрится, все как-то по-разному. Век живи, век учись, век осваивай. Еще один шаг к тому приобретению опыта, который вот мы получаем. В копилку. Да. 4-й объект мы посетили, посмотрели. Настроение у нас замечательное, потому что мы видим, как это все уже оформляется и уже становится жилым практически. Тут уже предэксплуатационное состояние, тут уже тепло. Достаточно быстро он его запулил в эксплуатацию. Вот. Будем смотреть дальше, как все это будет обустраиваться здесь. Все, что ли? Да. Всем удачи. Пока.